женщина, которая полностью, тотально удовлетворена, это богиня в чистом виде. И когда эта богиня, наполнена, соединенная с Богом, открывает глаза и видит рядом человека мужского пола, который полностью пронизан низменными качествами, такими как лживость, трусость, отсутствие достоинства. Но это не качество, это отсутствие каких-то качеств типа великодушия, доброта, смелость, храбрость. Она берет меч и превращается в богиню Кали. Это в индуизме, можете почитать, кто не знает, да? Богиня, которая выходит и отрезает головы всем этим бесам. Слабые мужчины, они находят другую женщину. То есть если мужчина даже женщину любит и все-таки доводит до ее до удовлетворения по всем аспектам, и материальным, и интеллектуальным, эмоциональным, и духовным, и, извините, физическим, да, то есть удовлетворяет ее полностью. Все-таки для нее он творит и создает нечто. Так вот, когда она полностью наполняется, она открывает глаза и превращается в огонь. Огонь, который сжигает на своем пути абсолютно все, что не является светом. Поскольку современный мужчина не воспитан в определенных качествах, редко кто может стоять до конца. Мой друг, священник, говорит, что мужчина никогда не должен уходить от женщины, он должен стоять до конца. И в этом есть некая истина, потому что пока мужчина стоит, он превращается в мужчину. Он превращается в мужчину рядом вот с таким огнем, в котором сгорает абсолютно все. Вот. Что происходит дальше? Обычно мужчина не выдерживает, разворачивается, идет, ищет другую женщину и уже аккуратно, сдержанно ее не удовлетворяет. То есть или делает это очень частично. Вот. Только у меня вопрос, а разве это про любовь? А разве это про мужские качества, про то, чтобы отдавать, когда человек себя дозирует? Нет, это про страх. Это про страх, что от тебя уйдут. Это про страх, что тебя не примут. Это про страх, что ты опять будешь один. Это про страх того, что ты не справишься с той реальностью, энергичностью, божественностью, которую ты открыл здесь, прямо здесь, своей жене. Вот такая вот сказка, грустная и непривлекательная. Но, вы знаете, в индуизме есть эта прекрасная история, когда мужчина все-таки стоит и не убегает. Да, это Бог, это не мужчина. Он открыл те скрытые таланты своей жены, Шиву я имею в виду, которая пошла и начала убивать всех бесов, превратил в огонь абсолютно все, что стало на ее пути. Да, в этот момент она превратилась в пламя мести. Так вот, настоящий мужчина, Шива, лег под ноги этой женщины, этой божественной ипостаси своей жены, чтобы она, когда все сделает, смогла вспомнить себя, что она не просто пламя мести, что она любящее существо, которое дает жизнь. Вот так делает смелый мужчина. Он сдается в ноги женщине, и он приобретает абсолютно все. Он приобретает силу, которую невозможно остановить в мире абсолютно ничем. Это сила его стойкости и поддержка его любящей жены.